вами Оля, вы у меня на кухне, и сейчас покажу вам несколько вкусных, полезных вариантов десертиков. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на мой канал, если до сих пор еще этого не сделали. А якщо ви з України, то підписуйтесь на мій другий канал, де усі мої відео виходять українською, а також на інстаграм, бо там ще більш цікавих та корисних рецептів. Берем один банан и отправляем его в чашу измельчителя. Добавляем к нему мед, у меня это 1 столовая ложка, можно заменить любым другим подсластителем. Перемешиваем вместе, чтобы у нас получилось однородное пюре. Добавим к нему 100 грамм овсянки. У меня овсянка долгой варки. Хорошенько перемешиваем, чтобы овсянка перемешалась с банановым пюре. Форму для выпекания слегка смазываю маслом. Если у вас форма силиконовая, можно этого не делать. Выкладываем в нее массу, формируя вот такие вот чашечки. То есть мы распределяем массу только по краям и по дну формочки, оставляя в серединке место. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Вот такие корзинки у нас получаются, можем добавить в них любую начинку на ваш вкус. У меня это сегодня арахисовая паста, также я люблю добавить в них йогурт и посыпать ягодами. Сверху я покрою их растопленным темным шоколадом и поставлю в холодильник буквально на 5-10 минут, чтобы шоколад схватился и у нас получилась плотная глазурь. Вот так вот очень быстро у нас готов невероятно вкусный десерт. Вот такие красивые они получаются внутри, ну и при этом, конечно же, очень сытные. Напоминаю, что вы всегда можете приобрести готовые меню для похудения на моем сайте olyapins.com. Там есть разные варианты меню по калорийности и по длительности, а также могу посоветовать сейчас присмотреться к осеннему меню, в котором все блюда включают в себя сезонные продукты. Я сейчас работаю над его продолжением, но пока оно еще не готово, советую присмотреться к первой части, если вы до сих пор еще ее не пробовали. В общем, кому интересно, оставляю для вас ссылочку в описании под видео. Для следующего рецепта я возьму 2 яйца и отправляю их сразу же в чашу блендера. Добавляю 100 грамм творога, у меня 5% жирности, и подсластитель, это может быть сахар, либо же сахарозаменитель. 50 грамм овсяных хлопьев, 1 чайная ложка разрыхлителя и немножко ванилина. Ну а теперь хорошенько перемешиваем все вместе. У нас получается вот такая густая масса. Я отделяю ее в отдельную емкость, чтобы было удобнее. И теперь мы можем приготовить из нее вафли. Я буду использовать силиконовую форму для выпекания вафель, буду готовить их в духовке, но их точно так же можно приготовить и обычным способом в вафельнице. Запекались они 20 минут при температуре 180 градусов. И теперь можно доставать их из формочки. Посмотрите, какие пышные они получились. При этом они, конечно же, у нас очень вкусные и содержат в себе довольно хорошее количество белка. Можно украсить их чем-нибудь на ваш вкус, я просто посыпаю сахарной пудрой и добавляю немного ягод. Вафли получаются очень нежные, воздушные и вкусные. Вариант не только для завтрака, но и для сытного перекуса. В холодном виде они такие же вкусные, поэтому их запросто можно взять с собой. Для следующего рецепта возьму 130 грамм сырого арахиса, отправляю его на разогретую сухую сковородку. Обжариваю, помешивая несколько минут, до тех пор, пока он не подзолотится. Теперь на эту же сковородку я добавляю 50 грамм сухого молока. Сразу же начинаю помешивать, так как оно начнет схватываться и превращаться в вот такие комочки. Обжариваем его таким образом около минуты. Вот такую крошку мы получим в результате. От орехов я отделила 1/3 и ее мелко нарублю ножом. Оставшуюся часть орехов отправляю в чашу и измельчаю в крошку.
Не делайте это слишком долго, иначе получится арахисовая паста. В этот раз она нам не нужна. Нам нужно получить вот такую крошку. Отправляю ее в миску, и теперь в чашу измельчителя я отправляю обжаренное сухое молоко. Его также нужно измельчить в крошку. Добавляю его сразу же к измельченным орехам. Добавляю 2 столовые ложки меда и хорошенько перемешиваю. Добавлю 50 мл обычного молока и оставшуюся часть орешков, которые мы нарубили. Перемешиваем, и вот такая масса у нас получается. С нее как раз можно что-нибудь слепить. Я буду выкладывать ее просто в силиконовую формочку. Тут такие маленькие шайбочки. Вы можете просто вручную слепить что-то в виде колбасок, либо маленьких батончиков, либо же шариков, как вам больше нравится. Форма здесь не имеет особого значения. Также возьму шоколад. Здесь у меня черный шоколад, 1 плитка весом 100 грамм. Добавляю к нему 1 столовую ложку масла и ставлю в микроволновку до тех пор, пока он не растопится. Сверху выкладываю немного шоколада и ставлю в холодильник на полчаса. Ну а теперь можно доставать наш десерт. Кстати, сверху я немножко положила арахиса для красоты, но можно украсить чем-нибудь более интересным. Этот десерт очень вкусный и очень похож на сникерс, так что советую попробовать. Ну а для следующего рецепта снова возьмем 1 банан, очищаем от кожуры и отправляем его в миску. Добавляем к нему 2 яйца, также 1 столовую ложку сахара, либо же подсластителя и 100 грамм творога 5% жирности. Перебиваем вместе блендером. Кстати, можно использовать не блендер, а просто перемять вилочкой. Добавляем 50 грамм овсяных хлопьев, 40 грамм кокосовой стружки и далее просто хорошенько перемешиваем их вместе. Вот такая масса у нас получается. Остается только выложить ее в формочки для маффинов. Я буду использовать бумажные формы. Мне хватило как раз на 4 штучки. Посыпала сверху еще овсяными хлопьями для красоты и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку выпекаться на 20-30 минут, пока они не подрумянятся. Но получаются они очень вкусными и содержат в себе большое количество белка и клетчатки. На сегодня это все. Надеюсь, что видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим видео, а также напоминаю подписаться на мой канал, если до сих пор еще этого не сделали. Ну а с вами была Оля, увидимся с вами в следующих роликах.